Итак, вот 5 дней до выборов в Венгрии. Трамп готов сжигать мосты с Брюсселем? Это поддержка Орбана? Или мы видим того, что просто без признания, без поддержки прямой Вашингтона семейный, так скажем, режим Орбана может рухнуть все-таки? Ну, противоречивые соцопросы. Есть соцопросы, которые проводит власть, в которых Орбан выигрывает. Есть соцопросы, которые проводят другие оппозиционные, социальные, экспертные сообщества, и там выигрывает его соперник Мадьяр. Что касается мостов между Брюсселем и Трампом, то их и нет. Они разрушены давно. Очевидно, что Брюссель и Зеленский как фронтмен организовали фронт против Трампа, в которую там же демократы американские. Это просто политика глобальная. И за должность президента страны номер один во всем мире идет война и конкуренция во всем мире. Поэтому вот так. Мы видим, что Брюссель совершенно не помогает Трампу по Ирану. Мы видим, что Брюссель делает все, чтобы война на Украине не прекратилась. В том числе по той причине, чтобы Трамп не мог себе записать еще одну победу. И поэтому Орбан, как практически единственный и самый лучший партнер и друг Трампа, чрезвычайно важен как представитель в Европе, как человек, который президент, который, вот, в общем-то, пока занимает плацдарм, но если он удержится, то вот этот правый поворот Европы может случиться. Венс заявил... Если, да. Да. Закончите мысль, если необходимо. Если он проиграет, это будет очень плохо для Трампа. Это будет проигрыш Трампа, личный проигрыш Трампа. Венс заявил, что эта война не началась бы, если бы президентом тогда был Дональд Трамп, и назвал Трампа и Орбана главными миротворцами. Премьер страны, которая блокирует санкции против нас, против России, и отказывается отправлять оружие Киеву, а также президент США, при котором российско-американские отношения, как бы пережили некое подобие разморозки, теперь в тандеме. Что бы это значило? Они изначально были в тандеме. Вспомните, Орбан приезжал к Трампу, пока Трамп еще не был президентом. Трамп шел навстречу и помогал Орбану, когда шла речь о том, чтобы не вводить санкции против нефтепровода «Дружба». Он понимал, что Орбану это нужно, чтобы удержаться у власти. Поэтому у них дружба, подкрепленная временем. Трамп делает, в общем-то, надо сказать, что и наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович делает ставку на личные отношения. Личные отношения с лидерами. Вот он дружит с Орбаном, значит, он будет ему помогать. Вот как раз сейчас визит Венса совпал с публикацией Bloomberg расшифровки телефонного разговора Орбана с Путиным. Это от октября 2025 года. Тогда Виктор Орбан заявил российскому президенту, цитирую, «В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам». Пообещал помогать Москве любыми способами. И вот это случается за неделю до выборов. Как вы считаете, это какой-то удар со стороны европейских спецслужб, которые хотят продемонстрировать венграм, мол, их премьер какой-то такой карманный агент Кремля? Или наоборот, это демонстрация того, что Орбан как обещал, так и будет работать на мир во всем мире? Там еще в этом разговоре много всяких приятностей по отношению к России и к Путину, если это правда настоящий разговор. Знаете, весь компромат всегда не зря вываливают вот прямо перед выборами. Почему так делается? Потому что если его вывалить раньше, его в судебном порядке опровергнут, докажут, что, возможно, это и неправда.
забудется, эффект смажется. Время проходит, люди забывают. Люди, к сожалению, особенно сейчас, во время интернета, живут таким клиповым мышлением. Пока смотрят, пока слышат, завтра переключаются на другую новость. Поэтому это обычное дело, что вот 5 дней просто идеально для компромата. Он еще будет действовать, его еще не забыли, его еще не успели опровергнуть. Все-таки это Это не компромат факт, что получается, раз вы обозначаете это именно словом компромат? безусловно, это компромат для ЕС и для Европы. Мгм. Ведь вы не все цитаты привели из этого Не разговора, да? все. Да, там, в общем-то, Орбан достаточно, как бы сказать так, чтобы не обидеть Орбана, с позиции более слабого, да, разговаривает с Владимиром Путиным. В общем-то, если вспомнить разговор Порошенко и Путина, то примерно тоже так и было. В Так, общем-то, вы с сейчас уже нашим лидером мы начинаете примерно... обижать Орбана. Остановитесь. Нет, Хорошо. ну да я наоборот просто вывожу закономерность о том, что зарубежные лидеры, когда разговаривают с Владимиром Путиным наедине, то они разговаривают, в общем-то, с позиции слабого и жму руку и обнимаю, да. Олег Анатольевич, Проходят... если это не было Да. вбросом, процитирую вас, Россия пошла на 2 серьезных компромисса по Украине, отказ от претензий на территории за пределами Донбасса и согласие на гарантии безопасности от США после подписания мира. А как расцениваете вот это заявление ваше на фоне визита Венса к Орбану? Я говорю о том, что не означает ли это, что мирный план Трампа Орбану уже, возможно, согласован, или мы все еще далеки от каких-то реальных договоренностей, потому что Киев, по вашим же словам, отказывается выводить войска из Донбасса? Ну, в общем-то, никаких секретов, как проходили и как проходят переговоры, в общем-то, нет. Да, Утечки выглядит как слив происходили... для общественности ваше заявление. Происходили многократно, об этом говорил Лавров, подробно описывал, об этом были утечки в Axios, об этом говорили украинские представители. Разговор, начиная до встречи с первого визита Уиткова в Россию, он проходил так. Уитков приехал с предложениями. Владимир Путин подумал и сказал: да, хорошо, мы согласны. И после этого был Анкоридж, где еще раз проговорили о том, что Россия не будет претендовать на город Запорожье, на город Херсон, но Донбасс должен быть освобожден, и целый перечень пунктов, по которым потом Уитков и Дмитриев и Кушнер доработали. 27 пунктов. Вот, это были соглашения. По ходу каждый раз происходило как? Это Лавров рассказывал о том, что каждый раз Соединенные Штаты приезжали и говорили о том, что, слушайте, ну вот не получается, ну вот Зеленский, европейцы требуют, вот очень просят, давайте гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Россия говорит: да, ну хорошо, но это в том случае, если мирное соглашение будет подписано, давайте, мы не собираемся воевать дальше, нас не пугают гарантии Соединенных Штатов. И говорят: давайте вот мы сделаем вот ту территорию, где ВСУ отходят, зона свободной торговли. Говорят: ну да, ну а почему и нет? Пускай будет зона свободной торговли, пускай люди работают, развиваются, торгуют. Но ВСУ оттуда должно выйти, это главное условие. Поэтому каждый раз получается, что мяч на стороне Соединенных Штатов. Им уже неудобно что-то предлагать и что-то требовать от России. Просить, не требовать, поскольку это все просьбы. Поэтому и на последнюю встречу в Майами пригласили уже одну украинскую сторону. Нечего, бессмысленно приглашать Все 3 русских. стороны, да, я это понимаю. У нас остается минута буквально, хочу уложиться. Венс публично заявил, что США располагают данными о вмешательстве украинских спецслужб в американские и венгерские выборы. Какие последствия это может иметь для Киева? Я на протяжении года говорю о том, что деньги европейцев приходят в Украину, отмываются и возвращаются через Закарпаття, через
депутатов украинских, у которых родственники в Венгрии, возвращаются назад в Венгрию и финансируют оппозицию. Еще год об этом говорю. И вот, в общем-то, это все всплывает, об этом знает Орбан, об этом говорит Венс. По Соединенным Штатам такая же ситуация, да. И поэтому, да, Украина прачечная. И теперь мы ждем от Соединенных Штатов правильных ходов. Это все должно быть расследовано, это все должно быть предъявлено обвинения, возбуждены уголовные дела, введены санкции. Понятно. Хватит говорить, надо действовать. Спасибо, Олег Анатольевич, огромное. С нами на связи был политик и экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.